По окончанию Олимпийских игр в Париже в 2024 году многие волейболисты и волейболистки объявили о завершении своей карьеры в составе национальной сборной. Но были и те игроки, кто таких радикальных решений не принимал, а просто поставил международную карьеру на паузу. В число этих исполнителей вошел Юджи Нишида, диагональный сборной Японии, про которого хотелось бы сегодня поговорить. Как обычно, в рамках вашей любимой рубрики «Играй как про» мы разберем все самые интересные моменты биографии нашего сегодняшнего героя, а также поближе присмотримся к его техническим особенностям. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Юджи родился 30 января 2000 года в небольшом городке Инабе в Японии. Уже в возрасте 4 лет он, по примеру своего старшего брата и сестры, начал заниматься волейболом, несмотря на то, что его родители были баскетболистами. И на самом деле, как и многие другие волейболисты, он долго размышлял над итоговым выбором вида спорта, с которым он свяжет свою жизнь. Окончательный выбор был сделан в средней школе. Родители Юджи были очень требовательны к баскетбольным тренерам, плюс часто отчитывали старшего брата за его навыки. Нишида-младший посчитал, что это может стать проблемой, и выбрал волейбол. Хотя даже родители в шутку говорили, что ему не стоит заниматься баскетболом. Главный совет, который он получил от своих родителей: либо делай, либо не делай. Они ненавидели полумеры. Либо ты берешься за что-то и делаешь это на 100%, либо не делаешь вообще. Все или ничего. Простая истина. Несмотря на то, что Нишида безумно любил волейбол, он даже не рассматривал этот вид спорта как профессиональную деятельность. В его голове был план, что он будет фокусироваться на основной работе, а после нее, если будет время, уже можно будет поиграть в волейбол. Хотя достаточно странно слышать подобные вещи от человека, первые воспоминания которого связаны со спортивным залом, и который в 4 года уже имел какое-то понимание о волейболе и успел его полюбить. Юджи учился далеко не в самой сильной в плане волейбола школе, поэтому на какие-то серьезные достижения рассчитывать было проблематично. У них регулярно менялись наставники, и далеко не все из них имели какой-то волейбольный опыт, так что условия тренировок были не самыми лучшими. Но при всем этом, за счет своего высокого индивидуального уровня, Нишида удостаивался приглашения и в более сильные школы, но от них он отказывался. Тогда волейбольная карьера не была у него в приоритете, и он считал ненужным такие изменения. Только вот у японца имеется характер, который не позволяет ему просто так проигрывать. И чтобы добиваться лучших результатов, он решил самостоятельно тренировать свою команду, в которой помимо Юджи было всего 5 человек, 4 из которых вообще не умели играть в волейбол. Нишида посещал тренировки других школ, но не столько для того, чтобы прогрессировать самому, а для того, чтобы перенять их методы работы. Несмотря на все трудности и свой характер, будущий диагональный сборной Японии в первую очередь решил прививать своим партнерам любовь к волейболу, поэтому он старался выстраивать тренировки, отталкиваясь от этой потребности. И тут я подчеркну одну очень интересную мысль, которую отметил и герой этого видео. Когда ты тренируешься сам, то многие движения в твоем арсенале выглядят интуитивными, но когда ты кого-то обучаешь, тебе нужно уметь словами воспроизвести все, что ты делаешь сам, и попытаться переложить эту информацию и навыки на другого волейболиста. Это не только помогает подопечным, но и улучшает понимание каких-то своих недочетов. И с этим я не могу не согласиться. Когда я стал давать советы начинающим волейболистам, я начал подмечать, что часто допускают такие же ошибки. И пропустив несколько раз эту информацию через себя, теперь я стараюсь исправить это и в своей игре. Юджи является мотивацией для огромного числа юных волейболистов. При не самом высоком росте относительно профессионального волейбола, а я напомню, что по большинству источников он равняется 186 сантиметрам, японец преуспевает на мировой арене, играя на позиции диагонального. Одним из ключей успеха данного игрока, безусловно, является прыжок, который находится в районе 105 сантиметров. Данным параметром Нишида занимался с самого детства. Возле его школы был мост, и там Юджи постоянно прыгал и пытался достать как можно выше. И уже в более осознанном возрасте он добавил к этому и силовые тренировки, что бросается в глаза, глядя на его внушительную мышечную массу, в особенности в контексте волейбола. Отчасти со временем это добавило проблем, но про это мы поговорим чуть позже. А что же служило мотивацией для Нишиды? Впервые он вдохновился олимпийской мечтой при просмотре Олимпиады в Пекине, когда Юджи было всего 8 лет, хотя диагональный признается, что сам он с трудом помнит этот момент, но его родители четко для себя зафиксировали эти намерения своего сына. В то время он любил смотреть за Шимидзу, легендарным леворуким японским диагональным, хотя сейчас Нишида придерживается мысли, что он хочет пройти свой путь, а не копировать чью-то судьбу.
И если тот эпизод из детства японец помнит с трудом, то когда его призвали в сборную Ю-19, а после появилась новость о том, что Олимпийские игры пройдут в Токио, то тут же Юджи серьезно нацелился попасть на этот турнир в составе основной национальной команды. Многих начинающих волейболистов также мотивировала манга и аниме Хайкью. И Нишида не остался в стороне от этого произведения. Он отметил, что это очень реалистичная работа и даже вспоминал моменты своего детства при прочтении манги. Разве что фантастическим можно назвать лишь то, что Хината атаковал с закрытыми глазами. Большинство людей сравнивают Юджи с Хинатой за его невысокий рост и безумный прыжок. Кто-то дает предпочтение в сторону маленького гиганта, но сам он видит в себе сочетание нескольких персонажей. В основном это Ушиджима, леворукий диагональный Широтрезавы, но по характеру он больше похож на Бокута, так как может быстро завестись по ходу матча. Если брать его любимый матч из манги, то это Карасуна против Инаридзаки, а выбирая своего любимого связующего, он выбрал Мия Ацуму. Безусловно, нужно поговорить и про профессиональную карьеру японского диагонального, которая официально началась в Стинкс, где, дебютировав за команду в возрасте 17 лет, он стал самым молодым игроком в истории высшего японского волейбольного дивизиона, а учитывая, что дебют получился крайне удачным, позже он стал постоянным членом стартового состава. Нишида помог команде впервые в истории завоевать Кубок Императора и золотые медали в лиге, а после со спокойной душой отправился в Италию за новым для себя вызовом. К сожалению, японский диагональный, несмотря на достаточно сильный индивидуальный сезон, задержался в итальянской суперлиге всего на 1 год. Да, Юджи получил уверенность в том, что он способен играть на равных против сильнейших волейболистов мира, но он посчитал, что для продолжения игры в Италии ему придется полностью сфокусироваться на игре, основанной на физической силе. Но понимая, что он далеко не самый высокий волейболист, для него это будет тупиком в развитии, и он решил вернуться в Японию, чтобы продолжить развиваться технически. К сожалению, Юджи, несмотря на свой все еще юный возраст, уже имеет приличный послужной список в плане травм. Сперва он повредил голеностоп в двухстороннем тренировочном матче японской сборной. В Италию он пропускал 2 месяца из-за травмы икроножной мышцы, что серьезно подпортило турнирное положение для его команды. В предыдущем международном сезоне он получил травму спины, что открыло дорогу Мияуре в составе сборной, где Япония впервые в истории завоевала медали Лиги наций. А в завершении клубного сезона он вернулся лишь к финальному матчу, пропустив достаточно большой промежуток времени. Но самым неприятным получился сезон возвращения в чемпионат Японии, где Нишида столкнулся с загадочным заболеванием, с которым врачи не знали, как бороться. У игрока происходили аномальные перепады температуры тела, у него было отклонение анализов крови по 25 показателям, но ни один из тестов на какие-то распространенные заболевания не был положительным. Юджи принимал около 10 препаратов, но его состояние становилось только хуже. И в какой-то момент он начал задумываться о завершении профессиональной карьеры, но все же ему удалось пережить тот непростой период и продолжить радовать своих фанатов и дальше. Крайне непростым для него стало поражение в четвертьфинале Олимпиады в Париже, где они уступили Италии, ведя 2-0 по сетам и 24-21 в третьем игровом отрезке. Так что спустя 7 сезонов в национальной команде Нишида решил взять перерыв и сосредоточиться на семье. Его супруга Сарина Кога завершила выступление за национальную команду в возрасте 28 лет. В 2024 году она на всех турнирах была лидером команды и выводила ее на площадку в статусе капитана. На этом предлагаю закончить биографическую часть и перейти к анализу техники и игровых тенденций, так что предлагаю не задерживаться и приступить к разбору. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. По большому счету, Юджи Нишида, как и Юки Ишикава, были первыми волейболистами, чью технику я решил разобрать. Но поскольку то видео было удалено из авторских прав, многие из вас его даже не посмотрели. Я его выпустил 4 года назад, поэтому мне было очень интересно вернуться к этому волейболисту и взглянуть на его со своим свежим видением технических особенностей волейбола. Большая часть тезисов, безусловно, осталась неизменной. Все так же ключевым фактором успеха Нишиды как нападающего является его способность молниеносно генерировать скорость разбега и формировать ее в мощный прыжок. И тут в нем идеально сочетается его генетическая предрасположенность к прыжкам и огромный объем силовой работы. Я и по ходу этого анализа еще буду объяснять, в чем же тут выражаются проявления физической силы. Как, например, ранее Юджи регулярно использовал 4 шага в разбеге при атаках из передней и задней линии, что давало ему дополнительную стартовую скорость, которую он реализовывал в прыжке. Сейчас с ростом уровня силы он может генерировать ту же высоту, а может даже и больше, лишь за счет 3 шагов, а на передней линии и вовсе за счет 2.
Наверное, используя больше шагов, он бы мог еще увеличить высоту своего прыжка, но в волейболе это не всегда является приоритетом. Выиграв 1, 2 или 3 сантиметра, диагональный будет терять другие, более важные аспекты для волейбола. А вот 3 причины, почему я вижу удачным конкретно в случае с Юджи отказ от 4-го шага. Это экономит время. Современный волейбол становится все быстрее и быстрее, и каждая доля секунды на счету. Второе – это стабильность разбега. Свои 2-3 шага он успевает сделать почти всегда, а вот 4 шага успеть сделать уже сложнее. И когда вы не имеете стабильной высоты съема и стабильного разбега, начинаете тратить нужные мысли не на принятие решения, а на координацию, то это на высочайшем уровне точно может вас подвести. И заключительный положительный эффект от короткого разбега – это лучший контроль мяча. Поскольку у вас короче разбег, вы раньше выходите на позицию, и вам уже гораздо проще понять, где вы будете с мячом контактировать. Так что шанс того, что вы не идеально под него выйдете, существенно уменьшается. Особенно если мы рассматриваем эту информацию как что-то полезное для начинающих игроков или просто волейболистов-любителей. Я уже долгое время пытаюсь стабилизировать свой выход под мяч, но из-за того, что у меня нет такого колоссального тренировочного объема, как у профессионалов, я все так же испытываю проблемы с этим элементом, когда пытаюсь добавить шагов к своему разбегу и максимизировать свой прыжок. Возвращаясь к физической силе, мощные ноги позволяют даже за минимальное количество времени генерировать взрывной прыжок, чем многие менее физически развитые волейболисты не могут похвастаться, потому что у них разница между прыжком с полноценного и амплитудного разбега и прыжка с ограниченными, так скажем, возможностями будет колоссальной. Очень важным фактором является своевременный выход на позицию, в особенности это считается ключевым моментом для диагонального. Потому что чаще всего связующий не видит местоположение своего партнера, так как он находится сзади. Поэтому он должен быть уверен, что атакующий игрок во второй и первой зоне готов к атаке, чтобы не было сомнения отдать ему передачу. И в этом плане Юджи никогда не оставляет повода в себе сомневаться. Он максимально быстро добирается до позиции, откуда будет начинать разбег. При этом он еще очень удачно рассчитывает расстояние от связующего в зависимости от положения того на площадке. В плане техники к Юджи достаточно сложно предъявлять претензии. Если вы будете смотреть обучающие видео про увеличение прыжка, а если бы точнее про технику прыжка с двух ног, то тут к японцу не будет никаких вопросов и можно ее считать как идеальную. Постепенное наращивание скорости, достигающей максимальных значений во время подшага. Конкретно этот элемент выглядит безупречным. Очень амплитудный предпоследний шаг позволяет генерировать безумную мощность, что благодаря стопорящему шагу он переводит из горизонтальной плоскости в вертикальную. Про постановку ног я поговорю чуть позже, когда мы уже будем анализировать тенденции в нападении диагонального, потому что тут все очень тесно связано. Тут я только подытожу тем, что я часто всем говорю, что нужно использовать широкий подшаг, но не все могут применять его с максимальной эффективностью, потому что нужно иметь достаточно сильные ноги, а многие новички пренебрегают силовыми тренировками. А пока давайте продолжим хвалить идеальную технику Нишиды. Махрук, несмотря на его достаточно массивную спину, безумно амплитудный, что также дает приличную добавку к итоговому прыжку. Вынос рук происходит по вертикальной траектории, что перенаправляет вверх всю накопленную энергию, позволяя добавлять ее к высоте отрыва, а не рассеиваться, как это часто происходит на любительском уровне, когда руки выносятся больше в горизонтальном направлении. Свободная рука, в случае с Юджи правая, отрабатывает до самого конца, выступая неким ориентиром. Перед самым началом атакующей фазы японец свободную руку направляет на мяч, тем самым намекая, что вот по нему я сейчас буду бить. На самом деле достаточно классный лайфхак для начинающих волейболистов, да что уж там говорить, даже для меня. И я сейчас активно стараюсь не забывать про этот элемент, который пытаюсь уже достаточно долго автоматизировать. Как я отмечал еще в самом первом разборе Нишиды, он использует безумную ротацию корпуса. Просто посмотрите, насколько амплитудно он раскрывается перед нападением. Как я отмечал еще по ходу своего первого разбора данного диагонального, данная техника дает дополнительную силу к атакам, но занимает больше времени для реализации. Но учитывая скорость японца, его это совсем не беспокоит. Только вот воспроизвести такую же технику на практике будет крайне проблематично, а для многих нереально. Потому что такая работа тела – это генетическая особенность многих азиатов, что я отмечал еще во время занятий тяжелой атлетикой. Азиатские спортсмены используют технику отличную от классической европейской, потому что им банально и удобнее так делать из особенностей строения организма, что можно перенести и на волейбол, и Нишиду в частности.
Но завершение тут будет классическим, с обратным разворотом корпуса, выносом локтя и кистевым ударом. Тут все как обычно. Давайте перейдем к основным тенденциям в атаке японского диагонального, отчасти совмещенного с постановкой стопорящей ноги. Большинство атак Юджи производит из первой зоны. Здесь при отталкивании он поворачивает вовнутрь стопу. Постановка ног достаточно узкая. Корпус направлен в угол первой зоны, что делает данное направление самым используемым для Нишиды. Безусловно, производятся атаки в линейном направлении, но это явно нельзя отнести к отличительным чертам диагонального. Но еще реже Юджи атакует по линии, находясь во второй зоне. Здесь при отталкивании он практически не заворачивает стопорящую ногу, потому что обе стопы расположены параллельно сетке при узкой постановке ног, что вынуждает разворачивать корпус в воздухе практически полностью, если он планирует атаковать по линии. Так что самым используемым здесь будет направление между первой и шестой зоной. И несмотря на прогресс в течение некоторого времени, Нишида все так же остается не очень эффективным нападающим на передней линии. В прошедшем международном сезоне Нишида с большим процентом эффективности проявлял себя в четвертой зоне. Тут его стопы уже расположены перпендикулярно сетке и находятся достаточно далеко друг от друга. А основным паттерном нападения будет попытка заскочить в шестую зону на скорости. Нельзя не отметить и возможности японского диагонального на блоке. Нишида и здесь использует свой технический потенциал на максимум. Такой же мощный, широкий и агрессивный подшаг с полноамплитудным махом рук, что позволяет Юджи и на блоке генерировать высокий прыжок. Бывает, что диагональный прыгает, не разворачиваясь боком для разбега, но чаще всего даже на короткой дистанции он старается использовать свою стандартную технику. Нишида, как правило, располагается недалеко от своего центрального, но изначально разворачивается в сторону своей зоны ответственности, чтобы быть готовым к ожесточенному противостоянию на крае сетки. Но при этом он выбирает такую позицию, чтобы помочь партнерам в центре сетки или противостояние атакам соперника в той зоне. Очевидно, что Нишида также является отличным защитником. Учитывая, что диагональный играет в команде с низкорослыми связующими, при атаках соперника из четвертой зоны он занимает такую позицию в защите, чтобы не сколько контролировать прямые атаки по линии, а сколько попытки соперника атаковать поверх блока. А такие атаки чаще всего не прижимаются плотно к линии. При защите от атак соперника из любой другой зоны Юджи занимает примерно одну и ту же позицию. Закончим анализ, как обычно, подачей, и не изменяя традициям, сперва рассмотрим ритуал перед ее выполнением. Здесь у Нишиды есть несколько отличительных моментов. Первый, по пути к месту подачи он выполняет наброс мяча правой рукой. После, набивая мяч о пол, диагональный разворачивается, берет мяч в обе руки и подносит его к лицу. Затем японец берет мяч в правую руку и держит его сбоку, делает мощный выдох и выполняет подброс правой и удар левой рукой. Сама подача по механике очень похожа на атаки из первой зоны. Здесь все такой же агрессивный и быстрый предпоследний шаг, идентичная постановка ног с поворотом правой стопы и полноамплитудным махом рук. Свободная рука контролирует траекторию полета мяча. Естественно, не забываем про безумную ротацию корпуса и стандартную, как по учебнику, завершающую стадию удара. Самым часто используемым можно считать направление шестой зоны и промежуток между пятой и шестой. Большую часть подач Нишида отправляет именно по этому пути.
А если диагональный решит привнести какой-то элемент неожиданности, то тут он будет прибегать к подачам в линейном направлении. Вот таким получился выпуск про японского диагонального Юджи Нишиду. Я очень надеюсь, что он вам понравился, потому что я приложил очень много усилий для его создания. Так что непременно жду от вас лайков и подписки на канал. Также не забывайте написать в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в следующих эпизодах. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.